Так, всем привет, давайте сегодня посмотрим коробочку от японского производителя моделей Tamiya. Модель автомобиля Nissan GT-R Skyline V-Spec R34. Ну, сначала, да, про Tamiya редкий гость у нас, собственно, и у меня практически моделей Tamiya особо-то никогда и не было. Да и в России, скажем так, Tamiya, скажем так, за последний год, скажем так, стала довольно редким зверем, но вот, тем не менее, кое-что есть, и поэтому, наверное, вдвойне интересно будет посмотреть. Ну, Tamiya — это один из столпов вообще модельного рынка, собственно, азиатский, одна из известнейших мировых производителей моделей, поэтому, наверное, про нее долго говорить смысла нет, но конкретно можно сказать, что вот по моделям гражданской автомобильной техники, скажем так, да, забыл сказать, что это 24-й масштаб, да, на коробке этого крупно нет, но вот здесь это где-то у нас было. Где-то у нас это было на коробке, кстати, не сразу и поймешь. Действительно странно, у Tamiya нет нигде прям крупного упоминания какой-то масштаб. А, вот, да, мелко написано 1.24. Не так много вообще производителей в мире имеют большие линейки сборных моделей, собственно, гражданской автомобильной техники в 24-м масштабе, которая, ну, напрямую как-то не связана с какими-то там боевыми действиями и так далее. То есть чисто вот такой вот, скажем так, автомобильный моделизм. Да, 24-й масштаб как раз, в принципе, для моделей такого рода это достаточно стандартный, практически полностью в основном только автомобили, машины, гоночные и негоночные, практически только в нем выпускаются. Видимо, это сделано для унификации с die-cast моделями, то есть уже готовыми сборными, ну не сборными, а коллекционными моделями, да, которые продаются готовыми уже. Там так тоже очень большой рынок в 24 масштабе существует, но вот есть и сборные. И, соответственно, вот, ну, буквально кроме Tamiya, наверное, большими линейками там обладают, опять же, азиатские какие-нибудь Аашима, Фуджими, может, еще кто-то. То есть, не то чтобы в мире прям много, там, массово кто-то эти модели гражданской техники сборной выпускает, именно машин, и вот Tamiya как раз большая линейка, в основном, конечно, это отечественные, японские автомобили у них, но, по-моему, там присутствуют, если ничего не ошибаюсь, и заграничные для Японии, скажем так. И вот конкретно эта машина Nissan, лицензии, это видно, что по лицензии Nissan Motor Co. Ltd. Машина лицензионная сделана, это Nissan GT-R, эта машина очень известная, это вообще модель ряд машин Nissan Skyline, он достаточно длинный, то есть в Японии это компания Nissan их производит, по-моему, чуть ли не 60-х годов, это много моделей, много ревизий, соответственно. Вот одна из относительно новых, предпоследних, если не ошибаюсь, это как раз вот Nissan Skyline GT-R R34. Соответственно, машина эта была выпущена в 99 году, если не ошибаюсь. Вообще заслуженная линейка, и предмодели предыдущей перед GT-R 34, по-моему, R32 она была тоже очень известная, хорошо принятая. Ну и, соответственно, R34 стал, наверное, вообще супер известной. То есть это, можно сказать, ну, такой спорткар, то есть, ну, в принципе, машина, как бы, которая серийная, гражданская, но при этом явно заточенная под какой-то спорт. Ее можно, то есть, она часто переоборудуется под какие-то гонки, под какой-то драг-рейсинг, стрит-рейсинг, скажем так, под какой-то, наверное, дрифт тоже. Теоретически. Машина очень известная. Вообще, кто не является, скажем так, прям как горит темой автомобилей, да, но даже, наверное, типа меня, ну и то, наверное, могут вспомнить, например, вот машина эта появлялась в компьютерной игрушке Need for Speed Underground, буквально там на тильтовом экране меню там была в рыже-черном обвесе такая раскраски ехала эта машина, ее можно было открыть, на ней можно было покататься в этой очень известной игре, да как и во многих других играх. Вот, по-моему, во второй части Форсажа, если не ошибаюсь, Nissan GT-R появлялась, то есть Skyline R34. То есть машина достаточно очень известная и иконная, скажем так, для вот такого полугоночного формата. Она очень красивая внешне, мне нравится, поэтому, собственно, наверное, приобрел. Потому что я не то чтобы большой поклонник и не самой темы, коллекционировать такого рода коробки с такого рода моделями, собирать
разбирать их как-то в массовом порядке я не собираюсь, но вот чисто, как так сказать, заход в тему небольшой таким, да, одним, можно сказать, коготком, да, вот интересно, да, иметь хотя бы одну такую модельку, просто чтобы, ну, как сказать, закрыть для тебя эту тему, что ли, вот, и знать, что она у меня представлена. Что на коробке, помимо, собственно, бокс-арта, вот, собственно, в коронном таком синем таком цвете, собственно, артикул я даже не сказал, по-моему. Немножко тяжеловато его показать здесь. Это артикул у нас 24210. Соответственно, на боковиках у нас проекции в другом цвете, в красном, сбоку. И с другой стороны у нас проекции еще в черном цвете спереди и сзади. И вот фотография небольшая, ну, собранной модели, насколько я понимаю. Вот так, в принципе, машина должна выглядеть в собранном виде. Но она действительно красивая. Соответственно, такая глянцевая, характерная для Tamiya коробка, белый фон, бокс-арт. Что в самой коробке? В самой коробке у нас пакеты с литниками, их тут немного. Отдельной деталью корпус. Соответственно, тут же можно увидеть и декаль у нас в пакетике. Два пакета с пластиком просто. Соответственно, ну, можно сразу понять, что деталей достаточно немного. Пакет с прозрачными деталями. Достаточно нетипичная, скажем так, для сборного моделизма. Маски сразу окрасочные идут в комплекте. Это вот окрасочные маски. Покрышки 4. Соответственно, втулки 2 полимерные. Не помню точно для чего. И, соответственно, всяческая бумага. Как то у нас различные предупреждения, инструкции. Ну, много всяческих пояснений, которые даются в общем плане. Тег-тип, собственно, и написано, то есть подсказки по технологии сборки, скажем, и окраски, сама инструкция и еще немножко какой-то, по-моему, лист... нет, это напечатано, это не листок, это напечатано прямо внутри коробки, каких-то там предупреждений. Ну, начнем, собственно, можно для прикола глянуть тамиевский тег-типс, потому что, ну, модели Tamiya, это азиатский рынок, это немножко всегда отличается от того, что мы привыкли видеть. То есть просто по приколу глянуть, да, что Tamiya рекламируют свои инструменты, краски, рекламируют то, как правильно снимать модели слитников, как правильно вот они рекомендуют зачищать следы питателей, про сверление, еще про какие-то мелочевки срезания всяческого, ну, остатков соединений. Вот тут на примере флотских моделей что-то у нас тут дается. Рассказано про различные типы клеев. То есть, я так смотрю, и модельный клей у них тут освещен, и экстра, собственно, жидкий, и кое-что, видимо, у них иногда проклеивается, и цианокрилатный, видимо, Tamiya цианокрилатный тоже выпускает клей. Так, просто смотрим для прикола. Ну, что еще видно у нас тут? Что тут Tamiya забавного рассказывает? Ну, вот, пока тут уже были автомобильный, видимо, моделизм, то есть написано, что, значит, примеряйте детали перед тем, как окрашивать. Собственно, по металлизированным частям какие-то тут вопросы, то есть что зашкурить, что зачистить. Ну и по окраске тут тоже нам дают в основном Tamiya советы по использованию пульверизатора, баллончиков с краской. Tamiya это большой, кстати, вот как раз большая линейка краски в баллончиках, именно характерная для Tamiya. Недавно звезда стала с нее пример брать. И как раз вот, кстати, эти баллончики с краской, они очень часто как раз используются вот, собственно, в тамиевских изготовлении тамиевских автомобильных моделей, как раз вот для покраски, собственно, нанесения вот этих самых автомобильных цветов, то есть там и, собственно, цветовой ряд, он характерный достаточно в этих баллончиках представлен. Да и вообще, что если уж об этом говорить, то, собственно, в такого рода моделях 24-й масштаб гражданское автомобилестроение, тут самое главное, конечно, не сборка, то есть, как мы можем видим, что деталей не очень много, хотя аккуратная сборка, конечно, все равно важна, потому что, например, испорченные какие-то лобовые стекла, да, при сборке, ну, это фактически покупка новой модели, наверное, да. Ну, окраска, потому что это сложные глянцевые цвета, интересные, прикольные, забавные, чтобы машина выглядела максимально, то есть там уже и начинается и полировка, и чего только нет. Соответственно, это особая такая вот тема. Ну ладно, будем смотреть саму инструкцию, значит, книжечка. Нет, гармошка, тамиевская гармошка.
Значит, у Tamiya обычные инструкции всегда достаточно такие вдумчивые, развернутые, много всякой интересной информации. Ну, достаточно большая, я смотрю, историческая справка на, по-моему, ну, хотя не то чтобы очень большая, на самом деле, на нескольких языках она здесь, по факту, наверное, абзац, вот я так понимаю, где что-то рассказывается про машину, потом у нас начинается, значит, сразу же инвентаризация красок, то есть их довольно-таки много, тут прям убористым шрифтом все показано, я так понимаю, это список томиевских красок у нас вроде как, да, перечислен, то есть тут ETS-серия, X-серия, и XF-серия, то есть и глянец, и мат используются, ну, инструменты предупреждения и так далее, что, перечислены в отдельной табличке цвета, собственно, кузова окраски, то есть, собственно, имеется в виду те цвета базовые, с которыми машина как бы, ну, изначально когда продавалась, поставлялась на рынок, да, то есть вот перечислено, какие они, собственно, бывают, соответственно, мы для себя можем какой-то определенный выбрать, вот видимо, самый вот этот на коробке Bayside Blue, от Bayside Blue до Active Red, соответственно, вот TS, это как раз серия с баллончиков, пульверизаторов краски. Именно из этих томийских баллончиков нам в идеале и предлагают окрашивать данный автомобиль. То есть, скажем так, намекают, что аэрограф нам для вообще, видимо, собственно, не нужен. Так, дальше сразу начинается сборка. Сборка начинается, собственно, с подвески, насколько я понимаю. Много пояснений текстом на английском, ну, на нескольких языках. Но для нас, наверное, какое-то значение только английский представляет. Сразу видно и подкрашивать, как написано. Кое-какие места у нас не склеиваются. Вот, видимо, как раз полимерные втулки, судя по всему, для подвижности, сохранения подвижности колес, наверное, сделано. Ну, видно, довольно сложная подвеска у автомобиля. Тут карданчики, да, тут, по-моему, если не ошибаюсь, машина полноприводная, насколько я помню. Соответственно, что еще у нас здесь? Дальше начинается... дальше мы переходим, опять же, к днищу автомобиля. Это задняя у нас, насколько я понимаю, подвеска. Да, мы вот, соответственно, отдельно большая деталь, которая полностью олицетворяет у нас, ну, понятно, не раму в данном случае, ну, нижнюю часть автомобиля. Мы впихиваем туда вот эту заднюю подвеску уже полностью собранную. Опять же, что-то сразу подкрашиваем, потому что, видимо, подлезть, когда автомобиль будет собран, уже будет сложновато. Карданы, редукторы, вот эти все раздатки, то есть весь этот функционал полного привода. Дополнительные вот какие-то тут элементы по подвеске, скорее всего, как раз характерные для гоночных машин с гоночным характером. Трасса, собственно, выхлопа прокладываем. Собственно, ну, видно, что, соответственно, поддон двигателя это все дано засово с крупной деталью днища, то есть и арки колесные, и все, то есть это одна большая крупная деталь, тут ничего такого прям как сложного нет. Передняя подвеска, амортизатор, ну вот да, большая трасса глушителя, вот этой двойной банка с двойным раструбом этим буквально собирается, и сразу мы кидаемся, собственно, к салону. То есть вот видно, что... нет, я извиняюсь. Я не так листаю инструкцию, мне кажется, что у нас салон начинается. На самом деле нет, конечно, не так все быстро. Ну да, не полностью, извиняюсь, поддон двигателя сделан на одну деталь. Все-таки есть у него, да, вот нижняя деталь отдельно идет поддон движка. Ну то, что сам движок, там видно, что это как бы уже все отливка единая. Соответственно, как бы детализации, насколько я понимаю, двигателя. То есть подкапотного пространства у нас в этой машине не ожидается. То есть как-то открывать капот, что-то там показывать, моделировать именно движок, там, соответственно, представлять машину с открытым двигателем, так как на шоу какой-то, то есть у нас не получится. То есть очевидно, что капот дан зацело с корпусом, соответственно, тут мы ставим, собственно, этот поддон двигателя, карданчики тут какие-то, тут решетка радиатора у нас, насколько я так понимаю, появляется уже сразу. Ну, не решетка, а сам, собственно, радиатор. Дальше, значит, передние колесные диски. Так вот у нас очень важно правильно покрасить суппорт на диске, сам диск и так далее. Да, это все-таки немаловажная деталь. Видно, что да, подвижность колес вроде как будет сохраняться. Опять же пишут, что должны использоваться полимерные втулки. Не клеим это дела. Так, ну, детали тормозов, да, и вот дальше, собственно, у нас, ну, что-то типа подрамника переднего, я так понимаю. Вообще, как раз на машине, если не ошибаюсь, использована какая-то система сплиттеров, диффузоров спереди и сзади, которая вроде как там призвана как-то это самое
улучшать потоки воздуха под машиной. Если я ничего не путаю, эти детали, по-моему, реализованы Tamiya отдельно и вроде как даже в прозрачном пластике, насколько я помню. Вот, по-моему, вот литник А, правильно ведь? Нет, это литник Д, извиняюсь. Ну, тогда, да, видимо, что-то другое. Возможно, все-таки к остеклению у нас относится. Не совсем понятно. Просто не совсем понятно сходу, что вот это за детали на прозрачном пластике. Ну да ладно. Посмотрим потом. И сразу резко у нас появляются колесные диски, покрышки. Колесные диски у нас выполнены уже в каком-то таком неком блестящем, похожем на хром пластике. То есть теоретически нам, наверное, намекают, что мы должны, собственно, и красить-то их не должны. Ну, не знаю, на самом деле, насколько они выглядят. Вроде так с виду выглядят хромированные диски довольно похожи на свои реальные прототипы. Ну, соответственно, диск-покрышка. Это все у нас, в принципе, не склеивается между собой. Оно все на сухом трении будет держаться. Устанавливаем, соответственно, собранные колеса на автомобиль. Тут еще какие-то детали дополнительные. Распорки, кронштейны по нижней части машины появляются. И переходим уже к сборке салона. Салон у нас такой... Устанавливается, по сути, весь один в крупную деталь. Машина, если не помню, да, это двухдверная по факту купе, то есть две двери, но вместо 4, соответственно, два передних. Вот, видимо, они такие спортивные ковши у нас поставлены, прикольные, с развитыми вот этими боковыми поддержками, подголовниками и так далее, встроенными. И сзади еще два места. Ну, тут, по сути, это все устанавливается в большую такую деталь. Поддон такой, ставится сиденье, соответственно, они тут разнообразно раскрашиваются. Этим всем придется, понятное дело, заморочиться до окончания сборки, потому что это все уйдет в салон, и туда уже добраться никак не получится, собственно. И помимо этого, ну, рычаги КПП там, также сразу панель приборов, руль правый, как мы можем понять, это у нас японский автомобиль, соответственно. Насколько я помню, Skyline R34, по-моему, не выпускались никогда с левыми рулями, это всегда была праворульная машина, то есть, соответственно, в основном рынок там Японии, Англии, каких-то еще, может быть, Австралии, каких-то еще азиатских стран, где, соответственно, левостороннее у нас движение. Ну что, рулевая колодка, педали. Все это вроде как за одну деталь, я насколько понимаю. И потом что у нас появляется? Ага, то есть у нас так сделано довольно интересно, видите, то есть, собственно, это большая крупная деталь с салоном. Сюда же наклеиваются и карты дверей, то есть непосредственно прям не сами двери, а исключительно вот карты дверей приклеиваются. Такой монокок у нас получается. Да, видно, что тут же мы должны и декали уже использовать для приборных панелей, для чего-то там еще подкрашивать, опять же, и вот такой вот, собственно, вот так у нас полностью салон собирается в одну крупную подсборку. Именно так нам его предлагают, собственно, установить на тележку условную, которая у нас уже, в принципе, с колесами стоит. Дальше у нас, опять же, салон. Ну, остекление, да, вот видно, что остекление реализовано Tamiya в виде, ну, по факту это можно даже, скажем так, глянуть. В виде такого такой детали, по факту, да, то есть боковые стекла, лобовое, заднее стекло, вот единственное, сверху ничего нет, это по факту одна деталь, то есть нам даже не предлагают как-то раздельно эти стекла, скажем, как в реальном автомобиле вклеивать, у нас просто это одна деталь, мы должны ее правильно замаскировать масками, которые у нас есть в комплекте, все это покрасить красиво, очень аккуратно, соответственно, ну, соблюдая максимальную аккуратность, потому что если, конечно, испорченное стекло, это, ну, уродует, скажем так, если не губит готовую модельку. И помимо этого, что у нас тут еще и сборка, я так понимаю, радиаторной решетки, ну и всего сопутствующего. Тут тоже мы вклеиваем пленку, не пленка, сетчатая такая полиэтиленовая, судя по всему, пленочка, очень похожая на типичную звездовскую, которая у нас должна, соответственно, быть вот решетки радиатора там защищать и так далее. То есть это, видимо, будет спереди видно, соответственно, вот так у нас Tamiya реализовал этот момент. Дворники, соответственно, щетки тут же у нас уже сразу приклеиваются. И потом мы переходим непосредственно к, собственно, корпусу автомобиля, который у нас дан вот опять же вот в одну деталь. То есть и капот, и двери, и багажник. То есть это все абсолютно монолитная отливка. Соответственно, никакой там какой-то опции что-то открыть, что-то там показать дополнительно. Ничего у нас на этого не будет. Максимально упрощено. Соответственно, где-то на этом этапе мы, собственно, и должны клеить, точнее не клеить, а красить, соответственно, корпус.
Соответственно, не имеет никакого смысла его красить уже после установки его, потому что, ну, это аккуратно сделать это будет, ну, скорее всего, практически невозможно. Соответственно, видно, что, ну, тут какие-то детали по молдингам на стеклах у нас другими цветами идут, а в остальном все в основном идет, ну, габаритные огни какие-то там, поворотники и так далее. В основном все это идет полностью окраска монолитно. То есть, соответственно, видимо, где-то здесь нам и все манипуляции по глянцу, по лаку, по возможной полировке каких-то, тут нам и придется этим всем заниматься. Ну, помимо чего... Потом у нас идут задние стоп-сигналы. Это же, насколько я понимаю, у нас, да, вроде как зад. Соответственно, там тоже хромированный пластик у нас используется. Но придется, понятное дело, тоже подкрашивать. По-моему, там совмещены у нас хромированные детали, если не ошибаюсь, внутренние детали из прозрачного пластика, что, в принципе, логично. Фары снаружи стеклянные, внутри, ну, отражатель такой зеркального типа. Соответственно, там хромированный пластик, наверное, как раз подойдет. Ну, я условно называю его хромированным. Ну, такой он типа под хром, да, под металлик. Помимо этого, значит, передний, ну, да, получается совмещенные радиатор и бампер. Все тут вместе. Отдельно деталь вклеивается. Пороги вклеиваются отдельно к корпусу. И задний бампер тоже полностью отдельно. То есть мы, получается, сразу собираем весь корпус со всеми такими элементами дополнительными. Потом все остекление единым блоком должно быть вклеено прямо непосредственно в корпус. Соответственно, вот это видно. Ну, тут же и зеркала заднего вида по центру салона. Опять же, прибор освещения, тут уже фары, собственно, передние. Тоже, насколько я понимаю, это, по-моему, у нас хромированные детали или что-то такое, вроде бы, по крайней мере, частично. Или же это у нас... Ну да, это вроде хромированные детали, а там стекло потом на фару будет отдельно. И вот такой знаменательный 15-й шаг, это где у нас происходит стыковка, соответственно, верхней части с тележкой, полностью собранной. Очень, видимо, внимательно надо к этому моменту подойти. Вот у нас показано, как это все это должно на некие держатели защелкнуться. Прикольно так, ну или точнее не защелкнуться, вклеиться, наверное, да? В конце, собственно, 16-й шаг этот вроде как те самые, если не ошибаюсь, карбоновые диффузоры. Я-то, кстати, и не понял до конца. Ну, вроде да, вот видно, что да, D9, D10 это как раз вот детали сплиттеров, диффузоров, или как они там правильно называются, для улучшения аэродинамики под днищем автомобиля, если не ошибаюсь, из карбона они делались в оригинале. Tamiya их сделала, собственно, ну не совсем, правда, понятно почему, но решила их сделать в прозрачном пластике. Вот они здесь устанавливались практически в финале. Ну, кстати, если их устанавливать, то будут спрятана значительная часть подвески под ней, поэтому уж, наверное, я даже не знаю, стоило ли так долго с этой подвеской возиться, если в итоге это все будет этими массивными крышками закрыто. Ну, наверное, если копийную машину под спортивный, собственно, виспек, этот так называемый Victory Specification делать, то, наверное, они, конечно, обязательно нужны. Ну и в конце 17-й шаг спойлер. Соответственно, отдельно склеивается подсборка. Потом, значит, остекление, фары боковые, зеркала заднего вида, пассажирская и водительская сторона, соответственно, остекление передних фар, рамка номерного знака, противотуманки или габаритные огни, не совсем помню точно хорошо. То есть все это тоже надо очень аккуратно вклеивать, соответственно, чтобы не испортить прозрачный пластик, нигде клеем не залить. То есть лучше, конечно, использовать клей для прозрачки, который, соответственно, при высыхании становится максимально прозрачным. То есть модельным клеем, конечно, работать с такими обширными площадями остекления это очень опасно. То есть всегда, то есть попадание модельного клея на прозрачный пластик, это, практически сразу, конечно, испорченный пластик. Как-то восстановить его потом очень тяжело, его прозрачность будет. Ну вот, собственно, стойки под спойлер, соответственно, задний дворник, заднее стекло. Ну, тут еще какие-то элементы, по-моему, подсветки номера или что-то такое, не совсем понимаю. И как финальный 19-й шаг, установка, собственно, спойлера, установка рамки заднего номерного знака. И в конце у нас по окраскам и декалям информация. Вид показано, собственно, где чего у нас, собственно, будет снаружи краситься. Ну, хотя по факту, конечно, всю эту окраску
Ну, хотя нет, тут в основном, я так понимаю, декали у нас перечислены. По окраске это все было в основном в инструкции, что логично, так как красить, судя по всему, нужно будет параллельно со сборкой. На самом-то деле, тут много текста, как обычно в томейских инструкциях, убористым шрифтом, в основном касающихся всяческих рекомендаций по окраске, ну и всяческие там регистрационные карточки, открытки для писем за техподдержкой в Томию. Помимо этого, значит, что? Давайте посмотрим пластик, соответственно. Главная крупная деталь, собственно, в основном из себя представляет... Да, вот, кстати, тоже Томия на самом деле на скрепках это все делает. Я только сейчас это заметил. То есть, в принципе, разорвать пакетики можно даже их не уродуя. Так. Декаль упала. Вот такой вот пластик. Достаточно глянцевый, очень гладкий. Соответственно, да, двери полностью отлитые вместе, ну, как и капот и все остальное вместе с машиной. Ну, форма машины, не то, чтобы сказать, очень какая-то сложная, как бы, ну, огрехов каких-то, как у Томии обычно бывает, никаких при отливках нет. Томия вообще славится как легкой сборкой, так и хорошим качеством отливок даже в достаточно древних моделях. Я, кстати, забыл сказать, что, соответственно, год изготовления этой модели, как и год продаж начала Skyline GT R34, это 99 год. Соответственно, этой модели, как и самой этой машине, ее прототипу, больше 20 лет уже. Но, как видим, в принципе, она нормально выглядит вполне. Второй пакет, соответственно, здесь все вместе у нас. Тут у нас и, опять же, белый пластик вот этот интересный такой. Ну, в принципе, логично, что белый пластик, потому что это своего рода, ну, скажем так, будет осветлять немножко финишную покраску. Соответственно, какой-то темный грунт, скорее всего, тут никакой не нужен. Действительно, в реальности автомобильные грунтовки при окрасках, они обычно светлые. И, соответственно, за счет этого более светлый цвет будет. Ну, соответственно, тут крупные детали, тут все у нас. Тут как, собственно, в основном сборка салона, вот это вот у нас полик и все остальное, и задние сидушки тут же. Вот так это все выглядит. Ну, конечно, не видно какой-то суперской огромной детализации. Тут, на самом деле, в принципе, при таком количестве деталей она и невозможна. Но для машины в 24 масштабе, в принципе, этого достаточно. Ну, задний и передний бампер, вот это вот видно с решетками и так далее. Молдинг, вот этот, штамповка Skyline у нас присутствует. Дверные карты, соответственно, которые у нас клеиваются отдельно полностью, да, вот тут под сборки. Сиденье пассажира, водителя, собственно, такие ковши спортивные. Панель приборов, торпеда полностью в сборе, полностью в одну деталь, то есть, как и приборы, шкалы, тут и даже и педали, собственно, отлиты в одну деталь, то, что все касается там этого самого, как его, забываю все время, ну, различные мультимедии, там магнитофон, какие-то приборы и так далее, все это отлито в одну деталь. Если не ошибаюсь, только вот эта деталь, это специфический как раз для Skyline R34 такой специальный цифровой дисплейчик LCD, который, если не ошибаюсь, устанавливался вот здесь и как раз показывал водителю разные такие спортивные, такие углубленную диагностику, там двигатели различные, там показатели по смеси, наддуву и так далее. То есть, как бы все это намекало на гоночный характер автомобиля. Ну, колонка вот рулевая вот эта вот с рычагами. Ну, тут же у нас же и зеркала заднего вида. Тут же детали еще какие-то некоторые. Ну, вот пороги, спойлер детали, рулевое колесо, решетка, ну, радиатор сам. Тут салонное зеркало заднего вида. Ну, вот так вот. То есть видно, что отлито хорошо. Не то, чтобы как-то дико выглядит детализировано, но по-томиевски стабильно отлито, скажем так. Вот тут самый забавный литничек с хромированными деталями, соответственно, вот очень довольно прикольно это все выглядит, блестит. Я вот даже, в принципе, думаю, что, наверное, может быть, действительно-то, если-то особо-то можно и не заморачиваться с покраской, по крайней мере, ну,
достаточно реально выглядит этот пластик, этот хром так называемый, да, то есть диски действительно блестят и светятся красиво. Тут же внутренние поверхности как передних фар, так и задних стоп-сигналов, ну и дополнительно там вот трубы глушителя тоже сделаны, соответственно, в хроме, скажем так, и противотуманки или что-то там у нас еще тоже идут отдельно. Также в этом пакетике у нас была и та самая сеточка, которая, кроме как цвета, наверное, звездовской ничем особо не отличается. И также у нас большой литник уже такого интересного серого пластика. Тоже, да, в принципе, в моделях автомобилей Tamiya используют такие не совсем типичные для себя пластики, или, по крайней мере, цвет пластика, потому что, ну, так вот интересно достаточно выглядит. То есть, обычно на модели с Tamiya там военной техники пластик, он такой более какой-то стандартный. Здесь вот на моделях автомобильной техники он такой вот более специфичный, это видно прям по его текстуре, такой он более блестящий. Ну, соответственно, днище автомобиля, отведена вся эта вот детализация на одной собственной детали. Тут довольно прикольно это сделано. То есть это действительно отлито в одну деталь. При этом, ну, тут и практически нижняя часть двигателя, вот, ну, за исключением поддона, у нас так прикольно детализировано. То есть, судя по всему, да, вот можно заметить, что так, тут не сфокусируется, что использовано, видимо, многоразъемное литье, многоразъемные формы. Потому что иначе, наверное, такую сложную текстуру никак не отлить. Тут видно, что редукторы, всяческие раздатка, кардан, который уходит назад, соответственно, на задний привод. Передний, задний, соответственно, ниши запаски, ниши под подвеску у нас. Ну, все довольно прикольно детализировано, несмотря на то, что это одна деталь. Соответственно, вот этот, по-моему, если не ошибаюсь, подрамник, наверное, можно его назвать тоже в одну деталь крупную. Поддон двигателя у нас тут с полуосями, по-моему, если не ошибаюсь, так называется. Огромная вот эта трасса глушителя большая, тоже в одну деталь. То есть видно, что прям, судя по всему, тут достаточно много многоразъемного литья. То есть банка глушителя в одну деталь. Ну, соответственно, рычаги подвески, там всяческая вот эта вещь. Тут очень много всего достаточно. В основном все по подвеске. Трансмиссия и подвеска. Здесь карданчики, всякие рулевые тяги и так далее, и т.д. и т.п. И также здесь еще и диски. Вот у нас присутствуют, и где-то суппорта, наверное, у нас присутствуют, где-то, возможно, на этом же литнике, может, и не здесь. Зеркало, дворники, как передние, так и задние, то есть детали торпеды нет ни на этом литнике. Ну, в основном тут всяческая техничка по автомобилю, и все это видно, что, ну, достаточно интересно отлито. То есть весь такой литник прям рельефный, многоразъемности много. То есть они прямо вложились, чтобы максимально упростить сборку и уменьшить количество деталей, скажем так. И по пластику остается у нас буквально только прозрачный пластик. Тоже он на скрепках у нас, кстати. Большой достаточно литник с прозрачкой, где у нас, соответственно, присутствует, как я уже говорил, остекление. Большая деталь крупная, соответственно, и лобовое стекло, и заднее, и боковые стекла, все в одну деталь. Пластик очень прозрачный, кстати, даже вот лишний раз за него хвататься не хочется, то есть очень действительно прозрачный, то есть салон будет, я думаю, практически виден идеально. То есть литье прозрачного пластика прям на высоте. Ну, а вот этот пластик, соответственно, это у нас те самые диффузоры, спойлеры, не спойлеры, как это правильно называется-то. Забываю это слово все время. Ну ладно. В общем, детали для улучшения аэродинамики днища автомобиля, передние и задние, вот они тоже как бы из прозрачного пластика, но они такие более мутные, отлиты, как будто бы отдельно их как-то проливали, что ли, я не знаю, как им удалось достичь этого эффекта, что они матового цвета, а не прозрачного, но они все равно на литнике с прозрачным. Ну, соответственно, остекление передних фар, задних фонарей, детали, ну, туманки или... Ну, скорее, да, туманки задние, там передние и задние габариты, передние туманки, ну, что-то такое. Ну, вот можно сказать, что прозрачка, по крайней мере, по качеству прозрачности, собственно, своего пластика, ну, на высоте. Tamiya здесь не подвела. И это, собственно, весь пластик, да, его совсем немного было, и остается то, что у нас не пластиковое, помимо той самой сеточки, которую я показал. Еще раз покажу маски.
маски для окрасочной маски для остекления, которые Tamiya дает здесь в комплекте, что, конечно, очень круто по-томиевски, потому что иначе бы, конечно, где-то эти маски, соответственно, изготавливать самому или искать пришлось бы, потому что, конечно, аккуратно окрасить все, что у нас касалось прозрачки. В основном даже это не окраска, собственно, корпуса автомобиля с установленными стеклами, да, то есть не полностью мы красим его, когда у нас стекла установлены, да, не как в реальности, скажем так, это, наверное, бывает, хотя не помню, при перекраске машины снимаются ли стекла обычно. Собственно, у нас вся вот эта крупная деталь будет краситься, да, замаскированная, да, чтобы по ободки вот эти все, которые, соответственно, у нас идут по границе остекления, они все остались, ну, другого цвета, скажем так, точнее как, ну, покрашены правильным цветом, чтобы остекление не было испачкано. Вот это, собственно, в основном для этого и делается. Помимо этого, собственно, у нас покрышки, спортивные широченные такие покрышки, разной ширины, по-моему, одинаковой ширины у нас на все 4 колеса, X4, рельеф протектора прикольный, красивый, никаких лишних каких-то артефактов литья винила, резины я не вижу, то есть никаких швов, никаких-то хвостов выступающих, то есть это все у нас прикольно, красиво. Тут же еще и 4 маленькие полимерные шайбы, ну или резиновые шайбы, точно не знаю, это для подвижности, сохранения подвижности колес. Ну, соответственно, вот такие вот широченные спортивные низкопрофильная резина. И помимо этого буквально у нас остается маленький достаточно листочек с декалями, где у нас в основном, ну, картинка с наименованием модели, это на рамку вместо рамки номерного знака, скажем так. Но есть, кстати, вариация и на реальный номерной знак. Насколько я понимаю, японский, скорее всего. Вот у нас можем модель оставить, а можем реальный какой-то номерной знак, скажем так. Ну, реальный он вряд ли, конечно, ну, похожий на реальный номерной знак. Ну, соответственно, где-то там эти самые шилдики, опять же, с GTR, там мелочевка всяческая. Тут в салон, соответственно, панели приборов тут у нас, как, наверное, дополнительного дисплейчика, так, собственно, и панель приборов, ну и, собственно, еще какие-то микроскопические надписи, то есть такая небольшая декалька, но выполненная довольно-таки аккуратно. Ну и, собственно, итог, что можно подвести, в принципе, такая типичная для линейки томиевской автомобильной вот гражданской техники, 24 модель. В 24 масштабе модель Nissan Skyline GT-R V-Spec R34, то есть вот так, в принципе, посмотрев на одну модель, можно примерно ожидать, что примерно вот все томиевские модели, они выглядят так же. Они сделаны прикольно, они видно, что сделаны технологично, они видно сделаны с большой заботой, скажем так, о моделисте, который будет их собирать. Ну и реплицируют всяческие прикольные машины. В основном, конечно, японский такой интересный гоночный, полуголый, гоночный автопром, но, в принципе, и что-то попроще у них тоже есть. Кстати говоря, забыл сказать, что в линейке, это не единственная модель в линейке Nissan Skyline GT-R, то есть и там есть большое количество различных вариаций этой модели, то есть различные спортивные обвесы, там туда-сюда, перепаки, перевыпуски, перезапуски и так далее. То есть там их было много достаточно за 20 лет сделано, но вот самой первой как раз была вот эта, собственно, коробка.